Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартива. Мне в комментариях пишут о том, что нереально сильно сейчас занерфили воинов. И я хочу посмотреть, так ли это. Поэтому для начала я сейчас буду собирать воинов через инчу, а там на всякий случай я куплю Трента в троечку, потому что я играю обычно через Трента, а тут мне говорят, что через инчу тоже, в принципе, зашибись. Я такой, ну, в принципе, почему бы не попробовать? Мне на самом деле просто интересно, насколько же сильно в действительности понерфили воинов. Я, кстати, уберу сейчас закрепленку. Я ее поставил для того, чтобы купить вдруг чего Тинкера, но сейчас подумал. Сейчас покажу максимальный абуз монетки со старта. Просто смотрите, что сейчас я буду делать. Также смотрите, ребят. Возможно. Блин, мне гида нужна на самом-то деле. Ладно, я вот так сделаю. Потому что мне в действительности нужна гида. Я хочу ее со старта взять. Плюс я возьму колдовскую шкатулку. Дискорд. У меня есть гоблин. Один, второй. Сейчас за него я одну монетку получу, если он добьет. И за него возьму 3 монетки. Оп, плюс 3 монетки. Просто прекрасно. Просто посмотрите, максимальный буст монеток. Не, ну не имба. Вот. Первая сборка — это воины через волшебников, естественно. Это первая сборочка. Так, мана плюс 40 мы берем по-любому. Это мы делаем так, по-любому. Это мы делаем тоже вот так, по-любому. Так вот, еще раз вернемся. Пишут в комментариях, что воинов нереально нерфанули. Что на них вообще сейчас очень-очень тяжело стало играть. Я на самом деле немного сомневаюсь, потому что воины, ну там 6 брони всего лишь убрали, это предмет первого тира. Может быть, действительно это так. Поэтому через воинов я буду играть через волшебников, через Трента, либо же через инчу. Но Трента я буду все равно покупать, потому что, ну, как бы, надо. Надо, и еще раз надо. Не верю я как-то в инчу, но больше всего я верю в Трента. Трент, он намного как-то, знаете, выглядит посолиднее, что ли. Вот. Что у ребят там у нас? Так, панда, орки. Ага, орки. Ну, неплохо. Не, ну я максимально заобузил монетки. Я мог и в 10 монет выйти максимально быстро. Я мог и выйти в целом вообще в хорошие суммы, но пока вот так вот у меня будет. Надо баф гоблинов будет поставить. Ну, не гоблинов, а механизмов я хочу баф. А тут, кстати, Мирана в двойку, обалдеть. Жестко. Давай, добивай. Хорош. Не хотелось мне только что проигрывать. Я хочу выигрывать. Хочу на винстрике таком лютом идти. Бафнули, если что, вот эту жрицу. Вдруг кто не знает. Так, тусик мне не нужен в билде. 2 тинкера пусть будет. А кого мне тогда поставить? Ну, давай я тебя поставлю, чтобы больше брони у вас было. В принципе, так нормально. Есть как бы 2 жреца, я их на всякий случай возьму. И в любом случае я сейчас не выхожу в 10 монет. Хотя на самом деле можно было бы продать раз, 4, 5 монет. 7 монет. Ну, короче, в 10 монет можно было максимально выйти быстренько. Так, понятно. Здесь тоже челик будет на воинах играть. Тут гритер будет. Мне бы еще хотелось на богах плюс орках сыграть, но через немножечко другой билд. Через билд сумонов, через билд шамана лавы в тройку. Ну, короче, сумоны, шаман лавы и джаггер. В принципе, все. Так, а меня здесь порвали, да? Обидненько, конечно. Или не порвали? Чпыньк. Не порвали, отлично. У меня 2 тут бугая собралось сейчас. 5 уровень чувак взял. Возможно, тоже возьму уровень. О, наверное... Блин! Я не того взял. Я, наверное, тоже возьму уровень. Хотя, знаете, я даже, наверное, 6 возьму уровень, чтобы выставить еще баф гоблинов сверху. И немножко сделаю такую расстановку, потому что мне не особо понравилось, когда мне вот этого гоблина максимально быстро убили. Того чувака я продам, поставлю плюс хп 150. Все, у меня 3 гоблина, у меня 3 воина, у меня 2 орка. По 150 хп сверху они имеют. В принципе, все шикарно. Чпунь. Вот и гида бы в двойку пришла. Боже, там такой бы урон был лютый. Ну, тусик в двойку, конечно, тоже очень сильный.
Гадалки не ходи, ну реально сильный чувак. Все, минус тусик, отлично. Теперь бы мне в монетки выйти. Еще максимально быстро в монетки выйти. Гриттеры. Ну, гриттеры, допустим, я... Опа, кунка. Ну, кунка хорош на самом деле. Я бы даже, может быть, поставил его вместо эгиды. У эгиды когда со старта 200 урона плюс 10% от общего в круге. Но пока я так возьму. Может, мне на 10 уровне получится заобузить монетку. Но кунка по-любому мне нужен. Кунка хороший. Кунка нужен... Пока непонятно реально, кто что собирает. Тут вот на механизмах играет челик. Тут гриттеры. Возможно, эльфы будут. Ну... Короче, 6-й. Мне нужен 7-й уровень будет. Но мне нужно сейчас 50 монет выйти. Надо, вот прям надо. Короче, цель поставлена, погнали. Для того, чтобы хорошо мне на воинах сыграть, мне понадобится плита 3-го тира. Мне понадобится кираса 5-го тира. Вот 2 таких предмета. И дальше я буду смотреть, что к чему. Кстати, вот и как бы тинкер. Я на самом деле хочу поменять. Я хочу тинкеру отдать плюс 40 монет и вот так. Ну, плюс 40 монет, говорю. Плюс 40 маны. Вот так вот. И на самом деле можно сделать вот так вот расстановку. Чтобы... Хотя нет, я сделаю лучше так, пусть оно будет. У меня сейчас довольно-таки сильный билд, но у чувака есть 6 воинов, и у него намного сильнее билд сейчас. Намного сильнее, чем у меня. Но его мне и стоит опасаться будет. Но у него пока что только тусик в двойку. Но у меня есть магический урон против него. Есть как бы сюрикен гоблина. Ладно, тролль этот мне не нужен. Пока неплохо разматываю, пока неплохо. Главное, чтобы у меня такой старт начинался до конца. Потому что я себя знаю. И знаю свою удачу. Старт-то сейчас хороший, а конец будет плохим. Маги, вижу, будут собираться через мехов. Это, конечно, не очень хорошие новости, что будут маги собираться через мехов. Вот, так я в 20 монет выйду уже. Все, у меня 9 раунд, 20 монет. Еще пару раундов выиграю, у меня будет немножечко побольше всего. Ну, я надеюсь, конечно, что я еще пару раундов выиграю, хотя бы 5. Мумбу раскатил, да, 5 раундов. Но я надеюсь еще, что мне усиление придет, и я надеюсь, что мне придет сейчас резак уже в конце концов. Уже времени сколько прошло, а мне не пришел как бы резак. И усиления никакого нету нормального. Один волшебник только есть. Ой-ой-ой. Сларк в двойку на самом деле это проблема. Еще и баф, конечно. Ой, ну кого ты кастанул свой скилл? Ну, дорогой мой. Ладно, хотя бы Сларк бьет не того, кого надо. Просто челик на гоблине, ну, как я всегда говорил. О, кстати. Ну, орк пришел, это хорошо. Как я всегда говорил, у меня чуваки кастуют туда, куда не надо свои способности. Вот, закон подлости такой, не знаю, они кастуют либо в лоу хп чувака, либо в того, кого вообще не надо кастовать. И все. Бред полный. Маги тут. Но мне на самом деле бы еще хотелось сыграть сверху. Это на орках. Но через шаман лавы. Ну, кстати, знаете что? Знаете что? Мне как бы пришел этот орк, это окей. Но тут все равно пятерки шамана нет. И уже шаманы, ну, шаманов у меня точно не будет. Точно не будет шаманов по той лишь причине, что уже как бы время. Уже какой раунд, а у меня нету шаманов. Никаких. 30 монет на 10 раунде шик. 40 монет, пока волшебников не... Берем. Этот предмет мы берем. Этот предмет мне нравится, поэтому этот предмет мы берем. Я вот думаю, взять ли волшебника или не брать волшебника. По сути, он мне не совсем нужен, этот волшебник. Даже если буду через богов играть. Я хочу сыграть через воинов, а для этого мне надо
Вот такой вот волшебник. Мне нужен Джаггер, думаю, Гида, Дум, Кунка. На самом деле Джаггер не особо даже нужен. Он нужен чисто, чтобы дефать магический урон. 2 гиды там у чувака, боже. Ну там такой серьезный билд. Вау. Красивая мартредочка. Тинкера мне убили, это плохо. Ну такого, знаете, на тоненького было немного. Даже чувак на лустрике, но было на тоненького. Блин, может убрать кого-то? Ну, баф воинов как бы есть, этот есть, мне бы оставить. Не знаю, может Тинкера убрать, чтобы сзади не кастовал, потому что у меня есть Лондруид. Лондруида бы я хотел оставить, может быть я даже его и оставлю, чтобы его бафать, грубо говоря. То есть в троечку его соберу через воинов, он будет суммонить своего медведя. У меня сейчас просто усиления никакого нет. И на самом деле это очень плохо, то что у меня нет никакого усиления. О, Гритер. Ну все, тут Гритера я, скорее всего, сейчас откисаю. Он сейчас ко мне придет, как назло. Я откисну. Не он пришел. Ну, значит, шанс у меня есть. Если у меня будет усиление, то шанс у меня есть. Просто там Эгида в двойку, это очень сильно. Я уже молчу за то, что тут есть воин. Ой, ну конечно, и Агар в это время, когда ты кастануться скилл свой хотел. По-любому не закон подлости. Не, нормально, выношу. Хорошо. Хорошо. Выйду из инкама, поставлю так. И на самом-то деле мне бы хотелось поставить, наверное, цветку. Конечно, гида сильная, но мне, наверное, цветку лучше поставить. Вот так. Лондруид я больше верю. Почему хочу цветку поставить? Это из-за того, что есть халявный ролл. Хотя тут Гритер, но он огромный, реально. Кунка. Дум. Главное, чтобы у меня... Не, ну должны выжить. Должны выжить. Простоит ФК сейчас у меня челик, да? Не, нормально. Я думал, АФК сейчас простоит полностью. Хорошо. Хорошо. Так, сюда. Воу. Ну, бабка сильная, кстати. Но нет. Начинаю уже потихонечку волшебника собирать. От этого гоблина не буду собирать. У меня есть яйцо, я бы мог кого-то его юзнуть. Нормального усиления толкового у меня нет. Против меня есть Гритер, который будет посильнее вообще. В целом. И поэтому у меня есть проблемы против Гритера. У чувака, кстати, прикольный ник. I win, you lose. Маги дракона тут 100% я вижу будут. Пока немножечко я еще как бы тащу. Но мне нужны волшебники для того, чтобы я 100% законтрил Гридера. И Дум. Плохо. Ну... О, хоть яйцо не тратим. Вот теперь. А, так, сейчас, подожди, сейчас мобы вообще в целом, поэтому, в принципе, я сейчас могу баф гоблинов разобрать. Поставить таким вот образом. Все. И просто кайфовать от игры. Раз, два. Ну, гоблин, кстати... Пока пусть будет, я его продавать не буду. Можно было бы Джаггера в тройку собрать, в действительности.
Магов он будет дефать. Всяких там кучу народу будет дефать. Кунка, конечно, прикольный персонаж. У него 10 армора со старта. Не знаю. Вот честно, имею сомнения. Мне бы в идеале Doom пришел. 10%, я надеюсь, Doom все-таки придет. Есть тренд, есть этот. Есть волшебник. Резак, кстати. Отлично. Не, ну посмотрите, как орки просто идут. Просто посмотрите на это, как орки идут. Так, ладно, гоблинов двойку я продам. Верю я все-таки в этого паренька побольше. Эх, что, 8 взять? Наверное, буду брать 8. Посох жертвы. Так, вот, кстати, Гритер против меня. А, кстати, ему стрик сбили. Я думал, что он там выносит прям в хлам. А что мне нужно? Вот смотрите, есть посох жертвы, есть волшебное зеркало, и на самом деле посох жертвы неплох будет. Я его возьму. Он реально будет неплохой, поэтому я его возьму. Буду брать дальше уровень. И на самом-то деле можно было бы сейчас мне выставить full. Ну как full. Никого я выставить не могу. Что я так подумал только что выставить я действительно никого не могу. А что я тогда думал, что я кого-то смогу выставить? А непонятно, что я так думал. Непонятно. Ладно. 7 уровень Тим. Пещерник, воин. Ну, у него там сильно. Слар Керри через лето Зесс. Вот это вот. Это очень сильно, кстати. Тун-тун-тун. В принципе, на 8 уровне мне в действительности надо бы выставить фулл волшебников. Лон Друид, конечно, классный. Реально классный. Я бы, наверное, через него сыграл. Он более универсальный будет, чем тренд. Будет присумонивать еще одно тело. Как-никак там есть урон. Ну, наверное, я Лон Друида все-таки оставлю. Пумк. Пак, конечно, присосался очень четко. Да, я, наверное, Лон Друида все-таки оставлю. Инча приходит. Ладно. Или зря я Трента взял. Ну, пока пусть он соберется побольше. Это ты мне тогда не нужен. Мне нужен инча в целом просто. Резак мне не особо нужен будет. Джаггер. Ну, Джаггера просто легче, чем кунку будет собрать. Я, наверное, все-таки Джаггера поставлю. Тут боги-орки, скорее всего, будут собираться. Что-то у меня есть такое подозрение. Ну, чувак тут огромный, просто посмотрите. Я его хоть и вынес, но я не думаю, что вынес я его, знаете, прям на таком легке. Я его довольно-таки серьезно, ну, выносил немножко посложнее, чем налегке. Так, ты мне не нужна. О, резак в двоечку. Сложно. Очень-очень сложно.
чуваку опять винстрик сбили передо мной. Наверное, 9 лучше все-таки взять. У меня хороший стол, нужно взять 9. Перестроиться в 9 воинов потом. Тут 6 воинов, тут 6, тут маги. Вот маги фуловые меня напрягают. Маги есть огромная проблема. Или выставить уже 9 воинов. Просто у меня нету керри как такового, но у меня есть хороший сильный стол. Он рандомный, конечно, этот стол, но он сильный. Да, я, наверное, сейчас 9 возьму, после этого я уже что-то буду придумывать. Нужен ли мне этот парень, Гранд Геральт? Вот это вот вопрос. Нужен ли он мне? Тут воины и так собираются. Вот то, что я вижу, тут собираются воины. Тут пещерник, но, скорее всего, через богов будет, либо через что-то другое. Тут, короче, орки собираются. Тут маги, а тут эльфы. Тут орки тоже собираются, но непонятно что. Гритеры. Но гритеры такое. Ладно, чтобы максимально быстро мобов забрать, у меня было побольше времени, я сделаю такую расстановку сейчас. Надо 9 на 9 паролиться еще. Мне Дум нужен просто. 20% я думаю, мне достаточно будет. Морг может прийти, может Хускар прийти. Хотя на 10 тут, в принципе, неплохо было бы паролиться. Ну, Трент, это, конечно, хорошо было бы его взять. Вот серьезно, Трента бы я взял бы и апнул. Так, это мне все не надо. О, ну вот все показывает на то, что, ребята, надо собирать именно Трента вообще. Но Трента я не буду собирать туда, хоть он и пришел, но... Я в двоечку просто апнул и все, и достаточно будет. Так, выйду немножечко из инкама, поставлю, наверное, я... Кого поставить, вот серьезно? Орка, ну такое. Резачка можно поставить, кстати. Хотя нет, я, наверное, монососку поставлю, пусть она ману высасывает противника своего. Когда на монос... О, фулл орк это проблема. Фулл орк может меня легко забрать на самом-то деле. Плюс у него что? Он радик нашел. Понял тебя. Я тебя услышал, дорогой мой. Скорее всего, он мне и собьет винстрик, если я в скором времени найду себе как надо все. Да пока не фулл орк. Мне просто нужно как можно быстрее уже найти себе 9 воинов и перестроиться хорошо. Лондруида я все-таки оставлю. У меня будет лондруид. Лондруид, Эгида. Инчает атак, чисто бафер. Хускар, может, придет. Вот Кунком пришел еще раз. Хоть я его продал. Лондруид. Алхим. Просто если соберется чувак на 9 воинов, я его не смогу законтрить никак через алхимика. Алхимик убьется в него. И очень быстро. Ладно, ничего, погуляй. А, подожди. Ой, дурак. Дурак. Нужен ли мне Джаггер? Давайте так подумаем, хорошо. Нужен ли мне Джаггер? В принципе, почему нет? Он неплохой, он и не хороший, он не идеальный. Так, вот, кстати, против меня... А, это маг против меня. Хорошо. Нужен ли мне Джаггер? Джаггер, нужен ли ты мне? Да вообще не особо. Ну, на самом деле, я мог бы сейчас 10 брать спокойно, вообще не парясь. Сейчас так подумал, что мне вот, реально 10 взять и будет все хорошо. Поставлю Рубика, чтобы он какие-то скиллы тырил. По поводу Трента, нужен ли мне Трент? Сейчас, конечно, не особо он мне нужен.
Вот если в действительности подумать, так хорошо, мне не особо нужен, я могу сделать так. Я могу сделать так и получить плюс 400 хп сверху. 400 хп это, в принципе, неплохо. Плюс то, что у меня есть. Ну да, пусть будет 400 хп. Это хорошо. Тебя возьму, пусть будет. Резачок мне уже на самом деле не нужен. Все, я определился, это будет 9 воинов. Действительно, 9 воинов. Тут много физического урона. У меня есть броня, которая плюс 6, она контрит. Все и вся. На самом деле, я таким рандомным столом еще держу такой хороший винстрик. Фу-фу-фу. Но реально мне рандомный стол. Рандомный просто стол. Этим рандомным столом я хоть что-то, но еще могу сделать. И меня это радует. Я думаю, всех это радует, когда ты рандомным столом можешь держать хороший такой винстрик. 16 побед. Но этот винстрик скоро закончится, я более чем уверен. Нужен ли мне МК? Не знаю. 400 хп, насколько это много? Ну, в принципе, 1000, 1600, тут 2. 9 эльфов. А как так? Полностью сролился, получил себе темпларку на 9 уровне. Чтобы вы понимали, мне на 10 до сих пор не пришло как бы... Ну, на 9 уровне мне до сих пор не пришел Doom с шансом 20%. Обалдеть. Не, ну это жестко. Это очень жестко. Может Джаггеру закинуть уже все эти предметы? Наверное, Джаггеру закину, чтобы он крутился. Хотя, подожди. Кстати, ребята, у меня вопрос так... Кто знает, может, кто не знает. Может, кто знает все-таки. Как работают сейчас духи? Я их до сих пор не проверил, у меня не было просто времени на это. Вот напишите, кто знает, в комментариях, как работают сейчас элементалисты. Насколько хорошо они работают, насколько плохо они работают. В чем плюсы, в чем минусы. Кстати, вот и думаю. Просто понимаете, есть такой момент. Если играть сейчас через воинов, то меня может вот эта темпларка просто разорвать. Может. Не факт, конечно, что это произойдет, но она может это сделать. Я, наверное, сейчас свой стол уже буду распродавать и все-таки воинов выставлять. И, скорее всего, мне понадобится... Ладно, full орки я уберу уже. Омника я, наверное, буду собирать как чистый урон, 100%. Джаггер на самом деле мне не особо нужен. Значит, думаю, не особо. Мне бы больше вот этот вот чувак понадобился. Он дает чистый урон. Хускар мне нужен, 100%. Джаггер, он такой себе персонаж. Есть Doom. Джаггер, конечно, против магов неплохой. Вот 9 воинов, кстати, да. Джаггер будет умирать об друг друга. Темпларку. Ну, я возьму темпларку, почему нет? Рубик. У меня есть как бы демон. Орки. Уже не надо. О! Кстати. А безоруж есть, кстати. А безоруж хорошая тема, я бы взял. Она понадобится мне в любом случае. Я более чем уверен, что мне эта штучка понадобится на безоруж. У меня, в принципе, сейчас норм. Можно было бы бабку... А, не, ну бабка будет об себя убиваться, потому что там есть воин, 9 штук. Ну ладно, я сейчас буду воинов понемножку добавлять, все-таки как-никак. Ну, Кунка мне, наверное, все-таки понадобится, зря его продавал. Понадобится Хускар 100%. Дум будет прыгать, поэтому ты сюда. Инча это чисто как на инкам денежка мне будет. Не, ну то, что чувак нашел себе темпларку в двойку, это вообще кринж. Я удивлен. Можно мне так же самое будет? Я тоже хочу получать, ну, найти себе темпларочку, там, двоечку, все дела. Кстати, вот посмотрите, бабка. И насколько сильно она сейчас будет убиваться, допустим, об... Не, ну, кстати, нормально так в себя убивается. Это еще то, что мне не хватает предметов. Но резачка, кстати, можно в двоечку будет собрать. Резачка, кстати, можно... Оп, денежки сюда. Кстати, можно алхимика собирать потихоньку, почему нет?
Кунка. Ты в двойку будешь, ты чисто так денежки даешь темпларку. Ну, темпларку продам, она реально не особо мне нужна. Наверное, все-таки я поставлю вместо тебя так. Вот так вот сделаем. Этот дум накидывают. Хотя на самом деле, зачем мне в нем персик? Вот в нем персик, это имба. А в тебе просто крутилочка достаточно будет. Есть Омник еще, кстати, который хилит. Но я не знаю, на самом деле вместо Омника можно было бы поставить Кунку, у него побольше хп будет. Наверное, так и сделаю. Хотя и этот хилит. Но мне 100% не нужен будет Джаггер. 100% не нужен. Так, морской здесь, ага. Все-таки неплохо то, что я чистый урон хочу себе сделать. Надо вот этого жреца еще взять. Потому что там есть фул орки, фул жрец, а это, извини, фул орки, фул морской. А чем больше будет у меня чистого урона, тем больше бесполезен будет его морской. Но эгиду я себе все-таки оставлю. Так, Роквей. О, прекрасно. Я себе сейчас еще бафнул Лундруида этим предметом. Просто прекрасно. Фул эльф там есть. О, Хускар сюда. Хускар нам надо. Квапа еще пришла. Обалдеть. Ну, я Хускара возьму. Тут пусть фул на урон будет. Ладно, Алхим. Алхим. Нужен ли ты мне Алхим? Вообще нет. Тролль. Да-да, воинов я спалю. Почти гида в троечку. Гида в тройку будет очень мощный. У меня сейчас Лундруид еще будет очень мощный, потому что у него рог войны. Тут КД у него минимально у этого. Вот этот вот паренек очень сильный. Но из-за того, что у меня есть Хускар, слава богу, я по нему пару накинул этих, скажи. Он, кстати, меня может вынести. Да, у него чистый урон меня вынес. Ну, то, что я говорил. Темпларка очень сильная, особенно еще и МКБ. Мне надо, чтобы быстренько апнулся мой Хускар. Но Хускар может просто не апнуться. Джаггер, извини, я с тобой попрощаюсь, я лучше возьму этого паренька. Мне нужно больше чистого урона. С большим количеством чистого урона я буду чувствовать себя намного увереннее. Плюс я сейчас еще поставлю вот этого варлока. У меня куча лишних предметов, но я их свапнуть, скипнуть не могу. А безоруж нужен. Что мне еще? Ну, тут, кстати, остались только мы, получается, втроем. Эгиду я апну. Вместо эгиды я поставлю... Наверное, я все-таки жреца поставлю. И резака, кстати, можно было бы скипнуть, поставить... Резака? Ну да, я резака буду скипать все-таки. Дом вообще не апается. Не апается. Кстати, шаманы пришли против меня. Но ему рот заткнули. Суммонеру орку. 4 шамана у него. 6 пещерников, 4 морских. Интересно. Они еще все предметы там посвапали. Я еще свапал, не свапал все предметы. Кстати, из-за того, что не свапал предметы, я могу проиграть сейчас. Да. Ну давай, Лондруид. Хорош. Мне надо посвапать предметы по-любому. А что по моему усилению? Там, ну, Дум хотя бы... Вот скажите мне еще, что мне очень везет. Потому что мне Дум не приходит. Тот не приходит. У меня, ну, не совсем все хорошо. Есть МК. Но у меня просто реально не приходит усиление. И делай, что хочешь. А без усиления нормально, а вы сами понимаете, что это такое. При том, что здесь темпларка бьет чистым уроном, когда по УЕшнему. Кстати, вот этот вот предмет, дробовик, ему не особо нужен. И если я сейчас максимально быстро не успею переролиться нормально, то будет все очень плохо.
МКБ, кстати, там есть. О, Дум, спасибо, что ты пришел спустя триллион тысяч лет. Рефрешер. Нужен ли мне рефрешер? Давайте подумаем хорошо сейчас. Кстати, персик тебе. Вообще нужен, почему нет? В этого орка накинул так. Просто себе кайфуешь. По поводу магического урона не особо мне это все надо. Чуть маны еще свапнем. О, сюда. Так, это можно поменять. Сделаем так. И народ поближе ставим. Я думаю, всем понятно, почему поближе, потому что там Кираса есть. И Кираса должна на всех охватывать обязательно. Если кого-то она не будет охватывать, все будет не очень хорошо. Ну и, кстати, так расстановку тоже делать не особо правильно, потому что там есть темпларка, и это не стоит вообще забывать. Я немножко забываю об этом. Надо будет сейчас правильно расстановку чуть делать. А еще больше чистого урона нужно. Но у него очень сильная темпларка. Она еще чистым уроном бьет, там вообще песня. Еще Дум бы накидывался правильно на нее. А, ну Дум мне накинули, я понял тебя. Еще и стан прилетел от Мирана на вечность. Так, хорошо, безоруж кинули. Сколько контроля, боже мой. Ну вот, минус в том. Ну, я думаю, вы и так видите, в чем минус. Мне очень долго приходило усиление. А еще Дум кидает не туда, куда надо свой скилл. Кидал бы он немножко правильно, было бы все хорошо. Так он кидает куда не надо. Ладно. Так. Эльф тут. Он тут пларку собирает еще. Хускара покупает. Ну мне Хускара бы апнуть, было бы вообще песня. Так, я сюда прыгну. Вообще, на самом деле, надо сюда было бы перестроиться. Что у тебя там по шмоткам? Ты перепрыгиваешь, хорошо. Я сейчас всех вправо смещу. Но я на самом деле не знаю вот этого чувака. Он сделал себе фул пещерников, морских и шаманов 4 штуки. Но это такое себе. Реально такое себе. У меня хоть есть деньги, хоть спасибо на этом. Еще бы усиление пришло, было бы вообще песня. Так, а сейчас я сделаю себе немножко по-другому расстановку. Потому что тут есть темпларка, и я хочу ее максимально, скажем так, прибивать. Кстати, этот чувак воскрешать будет у меня. Неплохо. Омник бы пришел там в двойку, пришел бы, а этот в двойку. И на самом деле, я так подумывал, что Кунка мне тогда не особо нужен будет. Он не бьет чистым уроном, у него есть стан. Конечно, контроль это контроль хороший. Так, здесь, значит... Ну, посмотрим. Мне главное, чтобы Дум заткнул темпларку. Мне очень главное, чтобы Дум заткнул темпларку. Ты заткнул темпларку? Нет, ты не заткнул темпларку. Почему ты не заткнул ее? Никто не знает. Ну, кстати, щит ей сейчас скидывается из-за того, что есть орк. Вот этот, видите? Мой. Безоруж ты кидаешь, а Дум ты не кидаешь. Ты серьезно? Кстати, винстрик я ему сбил. Хорош. Я его там вынес. Минус 30 дал. Скажи спасибо, что так мало еще прилетело. Не знаю, этого... Ладно, этого жреца я уберу. Секундку я оставлю. Контроль, есть контроль. А что там по Хускару в двойку? То есть, знаете, в чем еще мем? Одному чуваку приходит нормально усиление. Вот идеальное ему усиление приходит, да? Допустим, ему там Темпларка в двойку приходит ранее. А у меня будет стоять Хускара. Всю вечность, всю жизнь. В такой уровень, который у него сейчас есть. Ну вот, автораспределение под Кирой нет.
Это автораспределение, оно мне бесит немножко. Но я все равно закинул сюда, когда надо. Ну, можно ты закинешь Doom как надо, на темпларку закинь Doom ты, ну... Почему ты не можешь закинуть Doom в темпларку? Почему Doom не прилетает в Дума, а ты не можешь в темпларку ее закинуть? Объясните вот мне, как это работает? Вот реально, как это работает? Опять он Doom закинул не того, кого надо. Ты серьезно? Боже, ну ты вообще база, я в шоке. Просто в шоке. Реально Doom кидает не в того, кого надо. Мне нужно, чтобы он Doom кидал в темпларку. Кстати, я вынес чувака. Просто, несмотря на то, что мне не очень сильно везло, да, у меня был обалденный винстрик, и меня один раз, по-моему, вынесли. А, 2 раза меня вынесли за игру. И несмотря на это все, чуваку пришла темпларка ранее в двоечку. Она сильная, она очень хорошо может уничтожить этих воинов вообще беспощадно. Перестроиться он мог кого угодно, я бы выносил, он бы меня выносил спокойно. Ну, просто насколько повезло чуваку. Ему темпларка ранее, на 9 уровне пришла. Она, может, и раньше пришла, я просто этого не увидел. Ну, как-то так. Просто посмотрите, у него 290 нетворса, весь стол. А у меня 376. А мне на 10 уровне не пришел Хускар в двойку. И не пришел вот этот чел в двойку. Но, в принципе, все равно, я, честное слово, не ощутил, что воины какая-то лютая не имба. Как по мне, воины как остались сильные, так и до сих пор сильные. Просто нужен сетап персонажей поболее лучше. Вот у меня на самом деле был неплохой сетап персонажей, но можно было бы еще лучше сделать. Я, допустим, Кунку продавал 1000 раз. Можно было бы этого не продавать. И тоже нужно понимать, если против вас есть какие-то тоже воины, вам нужно побольше чистого урона. То есть это жрец, стройка, омник, никаких... Ну, Кунку можно оставить как контроль, Хускара скипнуть. Ну, Хускар тоже можно, потому что он очень сильный, но... Такое себе, он об воинов может сам себя убить, хотя у него есть реген. По поводу Лондруида. Честно, неплохой персонаж Лондруид в воинах. Но намного, наверное, сильнее все-таки будет этот тренд, либо же будет это Инча. Одно из двух, потому что Инча делает массовый отхил, как-никак. Там можно закинуть и предмет, она будет просто нереально много хилить. Плюс, если у нее там некромикун и рефрешерный, будет просто тонну хилить, об нее будут все убиваться, как бы и регениться вообще не будут. Ну, как-то так. Короче, мое мнение, воины, может быть, чуть-чуть стали слабее. Убрали 6 армора, но, извините меня, предметом первого тира все как бы восстанавливается. Где он тут предмет первого тира? Я его скипнул, что ли? А, вот. Предметом первого тира все обратно возвращается. На самом деле, надо было закинуть в гиду эти предметы. Ну, драк, уже поздно. Вот. Заключение, воины, может, на процентов 15 стали слабее. Во всем остальном они стали такими же сильными, как и были. Поэтому, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Понравился ролик? Не забудьте лайк, не забудьте комментарии оставить по поводу этого ролика и что сами думаете по поводу этого билда. А также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, ссылка на него закреплена будет в комментариях. Там у нас уже 200 подписчиков вчера стало, поэтому присоединяйтесь, у нас там чат комьюнити. Там я пишу про свой блог личный, там я пишу про обновление игры. Ну и в принципе делюсь с вами всякими эмоциями из личной жизни. Всем огромное спасибо за просмотр и всем удачи.